От пациентки на тренировке вывихнуло колено, не смогла самостоятельно встать. В больнице сделали рентген, сказали, что надо сделать МРТ, не знаем, что дальше делать и в чем проблема. Консультативное заключение по представленным МР-томограммам пациентки 16 лет. Дата исследования – 25 ноября 2022 года. Область исследования – левый коленный сустав. Представленные томограммы низкого качества, шумные, суставные поверхности ровные. За надколенником вдоль мыщелков бедренной кости и в полости сустава определяется значительное количество свободной жидкости. Определяется трабекулярный отек наружного мыщелка бедренной кости на участке 28 на 21 на 15 мм, наружного мыщелка большеберцевой кости на участке 37 на 30 на 20 мм, проксимальной головки малоберцевой кости на участке 10 на 10 на 11 мм. Патилофеморальное сочленение, индекс инсал-салвати 1,0, надколенник второго типа по Вайбек, МР-сигнал от суставного хряща не однороден на всю его глубину. Признаки выраженного отека, частичного разрыва передней крестообразной и латеральной большеберцевой связок, медиального удерживателя надколенника. Внутри и вне суставные связки, задняя крестообразная связка, медиальная большеберцовая связка, собственная связка надколенника, латеральный удерживатель надколенника не изменены. Признаки дегенеративных изменений медиального мениска второй степени, латерального мениска первой степени, достоверно не оценить, в силу низкого качества томограмм. Гиалиновый хрящ суставных поверхностей прослеживается, не изменен. Периартикулярные ткани выраженно отечные. Клетчатка Гофа развита обычно, отечно. Данных за наличие кисты Бейкера не получено. Заключение. МР. Признаки отека, частичного разрыва передней крестообразной и латеральной большеберцевой связок, медиального удерживателя надколенника, трабекулярного отека наружных мыщелков бедренной и большеберцовой костей, также проксимальной головки малоберцовой кости, хондромаляции и надколенника третьей степени, дегенеративных изменений медиального мениска второй степени, латерального первой степени пастouла, выраженного синовита, левого коленного сустава. Рекомендована консультация травматолога. МР-контроль через 1 месяц. 26 ноября 2022 года доцент кафедры К.М.Н. Котов М.А. Заключение не является окончательным диагнозом и должно оцениваться лечащим врачом вместе с результатами других исследований и клиническими данными. Комментарий врача-рентгенолога. У вас тяжелая травма колена. Признаки трабекулярного отека костей и его формирующих, большое количество жидкости в суставе, признаки повреждения связочного аппарата. Сложность с исследованием в том, что оно крайне низкого качества, и многие вещи, в частности мениски, достоверно не оценить. Вам нужно к травматологу, удалять жидкость из полости сустава, накладывать гипсовую лангету и сняв ее через месяц. Надо будет повторить МРТ, но в хорошем центре. Вопрос пациентки: как вы считаете, удаление жидкости и наложение лангеты будет достаточно на сегодняшний день? Ответ К.М.Н. Котова М.А. Да, достаточно.